Oğlunuz dediniz ya, o yüzden geldim. Demek Cihan Bey size hiçbir şey anlatmamış. Tam da tahmin ettiğim gibi. Neyi anlatmamış ya? Cihan Bey ve Boran Bey'in babası bir değil. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Как Джихан расскажет Алие о своей любви к Мирьем. Как Аля объяснит Джихану, как и почему она проникла в его секретную комнату. Скажет ли Джихан теперь открыто, что Аля – та женщина, которая заставила его почувствовать любовь после Мирьем? Действительно ли Зерин и Демир станут мужем и женой? Откажется ли Кая от Зерин? Что произойдет, когда Угур расскажет тайную правду, чтобы помешать Джихану и Алие? Как отреагирует Аля, когда узнает, что отец Барана – Экмел? Какую цель преследует Угур, делая все это? Рассердится ли Аля на то, что Джихан скрыл это от нее? Что произойдет, когда Джихан поймет, что Аля узнала все эти факты от Угура? Как Аля подавит свои опасения по поводу того, как защитить своего сына Дениза от Экмеля? Что Экмель говорит Шахину об их спасении? Выберет ли Шахин борьбу с Джиханом вместо того, чтобы выступить против него? Смогут ли Шахин и Нари восстановить свои отношения? Почему госпожа Садакат чувствует себя плохо после того, как Аля узнает все факты? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы Джихан убедил Алью, что он ничего не говорил, чтобы не беспокоить ее, и убедил ее в том, что и Денис, и Аля очень ценны для него, Экмел ни в коем случае не должен узнать, что Денис его внук, а Угура следует убрать из этой больницы и города, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Как сказала Аля Майн, ее губит то, что она скрывает свои чувства. Однако она продолжает держать эти чувства и мысли при себе, чтобы не сдаться Джихану. С одной стороны, ему очень любопытен внутренний мир Джихана, и он преследует его, словно шпион, чтобы узнать о его предыдущей любви и жизни. Он вошел в личную комнату Джихана, нашел компакт-диск с записью его свадьбы с Мирьем и посмотрел его. Он узнал, что отец Джихана был убит на этой свадьбе и что свадьба принадлежала Джихану и Мирьем. Сначала Джихан не мог с ней разговаривать, а когда он расплакался, Алье стало стыдно за то, что она расстроила Джихана. Джихан расскажет об основных проблемах, связанных со свадьбой, и объяснит, почему был застрелен его отец. Алия узнает, что эта ситуация на самом деле глубоко изменила сердце Джихана. Когда позже Джихан спросит ее, откуда она узнала об этой комнате и как она туда попала, Аля сначала будет фыркать и пыхтеть, а затем признается, что узнала об этом от Майн и что она достала ключ из кармана и вошла туда, потому что ей было любопытно. Когда Джихан загонит его в угол, он поймет, что Аля любит его так же сильно, как и он сам. Даже если Джихан не выражает своих чувств напрямую, он даст Алье почувствовать, что она занимает особое место в его жизни. Хотя он и говорит, что это было необходимо, чтобы выразить свои истинные чувства в суде, и хочет заставить Алю думать, что он не любит ее, каждое его движение и поведение выдают его. Он пока не может сказать Алье, что снова испытывает любовь к ней, потому что для этого им нужно немного больше времени. Он чувствует себя неловко и несчастливо, потому что у него есть и другие истины, которые он скрывает от Алии, поэтому он постоянно хочет отложить отношения с ней. Зерин в отчаянии и вынуждена остаться с Демиром, потому что она дала обещание. Надеюсь, он не попытается покончить с собой в отчаянии. Честно говоря, я очень боюсь возникновения такой ситуации. Зерин, которая совсем не любит Демира и стала его орудием только из-за своего желания отомстить и была разлучена с любимым человеком, не захочет быть частью таких нелепых отношений. Однако я думаю, что она откажется от мысли совершить самоубийство, узнав, что забеременела от отношений с Каей до этого брака и родила ребенка. Если Демир узнает об этом, ситуация может стать еще хуже. Кая, с другой стороны, пылает любовью к Зерин и постарается сохранять спокойствие, чтобы ей не причинили вреда.
Его семья, которая пытается контролировать ситуацию, давая ему несколько транквилизаторов, будет рядом с ним и постарается оказать ему моральную поддержку. Однако Кая продолжит ходить, как живой мертвец, и потеряет радость жизни. Если Зерин узнает, что беременна, и Кая подумает, что этот ребенок не его, а Демира, ему, возможно, придется отказаться от Зерин. После полученных побоев Угур пойдет еще дальше и расскажет, что отцом его умершей жены является Экмель, а это значит, что у него и Джихана не один отец, потому что он что-то скрывает от нее, чтобы выставить Джихана в худшем свете в глазах Алии. Аля потрясена услышанным и будет очень зла на то, как Джихан скрыл это от нее. Несмотря на то, что цель Угура – сблизиться с Алией, на этот раз его попытка окажется тщетной. Аля даже не захотела бы дружить с человеком с таким складом характера. Там он скажет Угуру все, что придет ему в голову, и почему он будет сердиться на тебя и отдавать тебе должное. Хотя Угур останется один на один с разочарованием, он будет очень рад хотя бы улучшению отношений между ним и Джиханом. Когда Аля в гневе приходит в особняк и спрашивает Садакат, сидящую со своими детьми, является ли отцом Барана Экмел, все будут шокированы. Не зная, что сказать в этот момент, Джихан захочет отвести Алью в свою комнату, чтобы обсудить эту проблему. Но Аля не уйдет, не получив ответа на этот вопрос от госпожи Садакат. Госпожа Садакат захочет проверить эту информацию и выяснить, где она ее услышала. Когда Аля расскажет, что сказал Угур, госпожа Садакат приложит все усилия, чтобы Угура, в которого она уже влюблена, выслали из Мардина. Джихан расскажет Алие все по порядку и скажет, что они скрывают это только для того, чтобы не беспокоить Алью. Аля очень рассердится и скажет, что не понимает, как Джихан держал их так близко к такой опасности и как он ее скрывал. Когда Джихан понимает, что на этот раз он не сможет избавиться от Угура, избив его, он попробует другие методы и попытается выслать его из Мардина. Он попытается собрать информацию о жизни Угура, выяснить его слабое место и нанести удар оттуда. Когда Джихан видит, как Аля обеспокоена и напугана за своего сына, он обнимает ее и пытается успокоить. Он скажет ей, что никто не смеет тронуть Денис и Алью, что он будет защищать их обеих ценой своей жизни, и что она – самое важное существо в его жизни. Эта ситуация не приведет к их отчуждению, как надеялся Угур, а наоборот, сблизит их еще сильнее. Шахин очень расстроен тем, что Зерин пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти его. Он упомянет об этом, когда его отец приедет навестить Экмеля в тюрьме. Экмел очень доволен сложившейся ситуацией и считает, что Демир – их спасение. Шахин не разделяет мысли отца, но он думает о том, что он может сделать для Зерин и спасти ее от плена Демира. Джихан – единственный человек, который может поддержать его в этой сложной ситуации, в которой он оказался. Джихан при каждой возможности говорит Шахину: «Ты мой брат, оставайся рядом со мной», но на этот раз Шахин, возможно, прислушается. Чтобы спасти свою сестру от Демира и спланировать новое будущее с Нари. И Джихан по-настоящему обнимает его, как брата, зная о его борьбе за спасение его от тюрьмы. Благодаря Джихану Наре удалось спастись от плена в доме Оскана. Однако Аскан может замышлять что-то плохое в отношении Джихана и Нари из-за полученных им побоев и того факта, что он оттолкнул от себя Нари. Когда Шахин узнает, что Нари вернулась в особняк и больше не сможет оставаться в доме Оскана, у него появится надежда на то, что они снова смогут быть вместе. Пока Нари была в тюрьме, она уже разговаривала с Шахином с надеждой, что они смогут снова быть вместе. Если Джихан поддержит их, они смогут снова быть вместе и даже пожениться. Опасения госпожи Садакат сбываются один за другим. Когда Али скажет ему, что узнала, что Баран – сын Экмеля, он очень испугается и почувствует себя плохо, сказав, что это конец семьи Альбора. Потому что если Экмел узнает об этом, она запаникует, потому что боится, что он заберет у них ее внучку Денис. Когда Аля узнает, от кого она это услышала, Джихан немедленно заберет Угура отсюда, иначе весь Мардин услышит и испугается, что у нас заберут Денис. Госпожа Садакат скажет Алие, что эта правда должна остаться между нами, иначе у нас отнимут моего внука, поэтому мы скрыли это от тебя. Когда позже Джихан расскажет, как Баран стал сыном Экмела и что тогда случилось с Садакат Ханем, Алие тоже станет его жаль.
Как вы думаете, Аля запаникует и захочет забрать Денис и уехать из Мардина? Сможет ли Джихан сделать что-нибудь, чтобы подавить все страхи и тревоги Алии? Сможет ли Джихан открыть свое сердце Алие, как он того хочет? Заболеет ли госпожа Садакат этим страхом? Смогут ли Нари и Шахин снова быть вместе? Попытается ли Зерин сбежать от Демира или попытается покончить жизнь самоубийством, чтобы выбраться из этой ситуации? Сможет ли Кая жить без Зерин? Какое еще зло могут совершить Мини и Угур? Почему Экмель видит в Демире путь к спасению? Выберет ли Шахин сторону Джихана, а не своего отца? Сможет ли он развестись с Нари Аскан? На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.